Ночь. В номере отеля раздается звонок. Доктор в полудреме берет трубку. Это Гинка. Да, что у вас случилось? У моего мальчика температура 20 градусов. Я не знаю, что делать. Ждите, скоро буду. Обдумав услышанное, с привычной усталостью в глазах, Гинка берет свой портфель и мчится на другой конец города на вызов, готовясь к худшему. Он понимает, что ему еще не приходилось сталкиваться с таким видом муши. Именно так бы могло выглядеть культовое аниме 2005 года, если бы его события соответствовали внешнему виду Гинка. Но в 1999 году Юки Урашибара выбрала другой путь развития для своей истории, так что на ближайшие 10 минут вы погрузитесь в мистический мир средневековой Японии. А с вами Кудасай, и это обзор аниме «Мастер Муши». Можете ли вы себе представить созданий настолько примитивных, что даже вирусы в сравнении с ними будут казаться вершиной эволюции? Что, нет? А придется, ведь в мире этого аниме такие существа есть, и называются они муши. И вот с такими тварями мастера муши сталкиваются каждый день. В рамках 50 серий нам рассказывают о путешествиях самого необычного из них – Гинка. Каждая серия рассказывает одну историю, чаще всего проходящую по следующему сценарию. У кого-то поселились муши, а главный герой узнал о беде и предложил свою помощь в обмен на награду. Гинка не всесилен, и не все виды муши ему известны. Подавляющее большинство людей и вовсе их не видят и наивно полагают, что не нуждаются в помощи, тем более в такой специфической. Из-за этого Гинка вынужден не только назначать правильное лечение, но и убеждать пациентов в его необходимости. Эта специфика профессии порождает уйму моральных дилемм, часто связанных с риском, потому что избавление от муши может привести к инвалидности и даже смерти человека. Некоторые виды вообще могут лишить деревню годового урожая или уничтожить целую гору. Эти истории требуют от Гинка не только знаний и опыта, но и умения принимать решения в трудных ситуациях. Но даже такая жесть в аниме реализована крайне плавно и спокойно, достигается эффект с помощью размеренной и неторопливой подачи. Даже к самым незначительным событиям авторы подводят медленно, что позволяет зрителям подойти к ним в полной готовности. А уж глобальные и вовсе выносят 40-минутные спешлы. И такой подход позволяет авторам раскрыть нам какие-то новые детали мира, продемонстрировать какое-то необычное событие. Отличный пример – эпизод «Тень, поглотившая солнце». В нем история разворачивается вокруг обычного в глазах простых обывателей солнечного затмения. Только мастерам муши известно, что это событие может приводить к страшным последствиям, самым безобидным из которых является проявление муши людям, обычно их невидящим. За 45 минут хронометража эпизод успевает рассказать истории 3 разных людей, а также показать всю силу и ужас муши. Не передать словами, насколько обычное солнечное затмение начинает пугать людей, просто не исчезая несколько дней. Тут мы подбираемся к, наверное, единственной проблеме аниме – огромному количеству терминов. Хоть сама суть муши проста и понятна, авторы частенько отходят от нее, вводя в сюжет то чистую эссенцию муши, известную как светлянка, то неких хозяев гор, которыми может стать любое существо и которым в аниме уделяется довольно много внимания, и вокруг их проблем и особенностей построены многие серии. Чувствуется, что авторов волнует проблема экологии. Гибель хозяев гор приводит к уничтожению самих гор, и последствия обретают чудовищный размах. А жизнь людей, пытающихся избавиться от муши, зачастую заканчивается не самым приятным образом. К таким людям относятся и многие мастера муши, но не Гинка. А вы задумывались, какой он, этот Гинка? Наверняка вы думаете, что он молчаливый и добродушный доктор, готовый в любую минуту примчаться на помощь и не только бесплатно вылечить, но и научить справляться с проблемой в будущем. И такое предположение логично и исходит из поступков доктора, но это не соответствует действительности. Гинка очень общительный и в диалогах любит язвить и указывать людям на их неправоту. Еще он меркантильный и делает свою работу ради выгоды, но когда дело доходит до муши, то он раскрывается с совершенно иной стороны. Гинка не убивает муши, а старается заставить их просто поменять место жительства, если это нужно для здоровья пациента. Разумеется, получается у него не всегда, но выживших муши он складирует себе в портфель, а дальше либо исследует их с помощью своего микроскопа, либо продает своему другу-коллекционеру за неплохой гонорар. В общем, Гинка совсем не тот человек, которого вы представляли, но именно это и делает аниме таким уникальным и увлекательным. История его жизни достаточно грустная и необычная. В ней нам дают ответы на вопросы, почему его волосы белые, почему отсутствует один глаз и, наконец, почему Гинка курит эти проклятые сигареты и вынужден постоянно скитаться, не имея возможности обрести дом.
Благодаря главному герою истории получают те самые нотки спокойствия и умиротворения и никогда не выходят за рамки, допустимые для жанра жести. А он сам надолго запоминается и заставляет зрителя желать его новых приключений. А вот что касается второстепенных героев, то их довольно мало. Второго персонажа по количеству появлений в аниме зовут Адашина, и фигурирует он буквально в 5 эпизодах. Адашина коллекционирует различные предметы, которые называют артефактами, так как они содержат следы муши. Сам он этих загадочных существ не видит, но всегда мечтал на них посмотреть, из-за чего завидует Гинка. По профессии он самый обычный доктор, который обращается за помощью к Гинка только в самых необычных ситуациях. Сказать что-то про его характер трудно, но его функция в аниме ясна и понятна. Третьим по хронометражу персонажем является девушка по имени Танью Карибуса, неочевидный любовный интерес Гинка. 3 поколения назад ее семья навлекла на себя так называемого запретного муши. В результате муши поселилась в ноге Танью, и теперь девушка практически не может ходить, поэтому вынуждена работать семейным писарем. С помощью муши она ведет самую необычную библиотеку в Японии, представляющую неимоверную ценность для любого мастера муши. Танью утомляют однообразные истории про убийства различных муши. На этом фоне она подружилась с Гинко, приключения которого сильно отличаются от остальных мастеров. Поэтому она мечтает вылечиться и отправиться с ним в путешествие, полное тайн и новых видов муши. А Гинко готов ждать ее до глубокой старости, потому что ни одна другая девушка не согласится смириться с его нелегкой жизнью. На этом второстепенные герои заканчиваются и начинаются третьестепенные. Из-за специфики тайтла каждая серия содержит свой набор персонажей, о которых и рассказывает история. Многие из них запоминаются, но выделить кого-то конкретного очень тяжело. Каждый из героев уникален и не будет иметь веса вне контекста истории. И в целом их разнообразие поражает воображение, как и разнообразие фауны. В аниме нельзя найти 2 одинаковых муши, и даже те, которые кажутся изначально похожими, сильно различаются в деталях. Некоторые из них видны всем и завораживают своей природной красотой. Другие назойливо раздражают своими звуками простых людей. Объединяет их всех в одно потребность в еде. От этого и зависит то, насколько с мушей безопасно контактировать. Ведь среди всего разнообразия могут встретиться как питающиеся грязью виды, так и те, которые не прочь полакомиться годами жизни человека. Это разнообразие позволяет авторам делать истории еще более уникальными, а уж методы избавления от этих необычных созданий и вовсе достойны отдельной книги. Именно книги, потому что сеттинг аниме средневековье, и нужно сказать, что подобран он крайне удачно. Только в этом временном периоде можно было показать и не подозревающих о существовании муши людей, для которых они являются чем-то далеким, нереальным. Это делает работу Гинко востребованной и позволяет в полной мере ощутить атмосферу маленьких изолированных деревушек, в каждой из которых свой быт и традиции. Да что уж там, во многих из них и климат разный, что позволяет авторам вертеть цветовой гаммой, как им вздумается. В аниме чертовски хорош саунд-дизайн, и авторы обращают на него внимание зрителей буквально с 3-й серии, которая посвящена муши, питающимися звуками. Где, если не там, зрители должны вслушиваться в каждый шорох, хруст снежинок под ногами, течение крови внутри организма. Но и далее авторы не забывают про эту особенность, постоянно играя с саундтреком и мистическими звуками. А вот что касается визуальной составляющей тайтла, то вы могли наблюдать ее в течение всего ролика. Да, она мрачная и в ней преобладают темные тона. Аниме выглядит весьма самобытно. Невероятно красивая природа, необычные дизайны разных муши, даже домики в разных деревнях отличаются. Но вот что касается героев, то визуально их лица различить крайне трудно. А выделяются из серого разнообразия разве что Гинко, Танью да Адашина. И даже в этом аспекте авторов можно понять, ибо с помощью такой рисовки они доносят до зрителя всю незначительность людей для природы. Человек не может повлиять на естественный ход вещей, поэтому мы не должны обращать на них особого внимания. Лучше сосредоточиться на природе. На этом обзор подходит к концу, так что пора бы подвести итоги. Мастер муши – это незаслуженно забытый в наших краях Hidden Gem. Это практически единственное аниме, способное расслабить после тяжелого рабочего дня, но при этом погрузить зрителя в загадочный мир, полный опасностей. Но этот тайтл не для всех. Многих может утомить его неспешность и отсутствие связанной истории. Однако, если вы хотите получить какое-то успокоение души без помощи концепции Cute Girls Do Cute Things, то это идеальный выбор для вас. До скорых встреч и помните, что люди не владеют этим миром.